С точки зрения абсолютной разрушительной силы, создаваемой одним человеком, способность силового шторма можно считать самой мощной в этом отношении. Силовой шторм, по своей сути, это массивная жесткая червоточина, созданная силой, которая способна уничтожать целые флотилии и даже планеты. Самый известный обладатель этой силы – возрожденный император Палпатин, когда он вернулся к жизни в его клонированных телах. Он проявил необычайное мастерство, демонстрируя эту силу, будучи способным даже создавать силовые штормы за тысячи световых лет от того места, где он был. Он также мог использовать червоточину, созданную штормом, для телепортации людей по всей галактике. Как, например, он сделал это с Люком Скайуокером, чтобы поймать его. Недостатком этой способности было то, что если тот форс-юзер, который использовал эту способность, терял контроль над штормом, он мог быть этим штормом и погублен. Что, кстати, и случилось с Палпатином, когда он был временно отрезан от силы Люком и Леей. Другие силовые способности, созданные с помощью магии ситхов, также могли создавать ужасающие разрушения. Ментальная бомба была создана в ходе ритуала ситхов. Лорды ситхов, объединив свои разумы в единое сознание, создали это ужасное разрушительное оружие. Ситхи использовали бомбу как последнее средство против своих врагов-джедаев. Ментальная бомба испарила все в своем радиусе, даже ситхов, которые ее создали. Она также поглотила души всех чувствительных к силе существ, которых убила взрывом. Впоследствии бомба превратилась в серебряную сферу, в которой были заключены души убитых ею существ. Император ситхов Вишейт использовал аналогичную бомбу, обманув тысячи лордов ситхов. Ситхи создали бомбу, которая уничтожила все живое на всей планете. Но вместо заточения душ убитых существ в сферу, они поглощались самим императором, что даровало Вишейту бессмертие. Еще одна мощная способность – высасывание силы. Хотя способность не такая разрушительная, как предыдущие, все же ей было можно убить миллиарды существ, а также расширить способности практикующего. Истощение силы позволяло пользователю убрать жизненную энергию своих жертв, ослабевая их в процессе. При желании жертву можно было истощить до смерти. Одним из самых известных пользователей этой способности был Дарт Нихилус, который использовал способность часто и до такой степени, что он буквально попал в рабство этой способности. Ему нужно было поглощать энергию живых существ, чтобы выжить. Дошло даже до того, что он истощал целые планеты, убивая все живое, но даже тогда он не мог утолить свой голод. Благодаря использованию древних артефактов ситхов и магии можно было уничтожать целые звезды и солнечные системы. Древний лорд ситхов Нага Седоу практиковал эту способность темной стороны. Он мог разрывать ядра звезд, полностью уничтожая планеты. Хотя, как и многие другие мощные силовые способности темной стороны, это была очень опасной и могла легко привести к смерти пользователя. Еще одной мощной способностью темной стороны силы было смертельное зрение. Оно позволяло пользователю уничтожать врагов одним лишь взглядом. Хотя эта способность могла уничтожить целые группы врагов за секунды, она действительно очень сильно ослабляет практикующего, делая его очень уязвимым после использования этой способности. Подавление мысли, также известное как контроль над разумом, было еще одной мощной способностью силы, которая позволяла влиять на разум врага, а в некоторых случаях полностью подчинять его. Можно было заставить своих врагов сражаться за вас или даже заставить покончить жизнь самоубийством. Уникальной и редкой способностью было временное слияние с силой. Эта способность случайным образом проявлялась у множества джедаев и ситхов. Эффект этой способности варьировался в зависимости от пользователя, но обычно слияние с силой значительно увеличивало силы пользователя. Под действием этой способности сила пользователя достигает безумных степеней и приводит пользователя в состояние транса, в котором он может совершать те вещи, которые раньше ему казались невозможными. Джейсон Соло достиг единства с силой во время финальной битвы Южань-Вонгской войны, где он появился как луч света, который не только исцелил его от всех травм и ядов, но уничтожил окружавших его врагов. Энакин Скайуокер тоже добился слияния силы, но скорее при помощи дочери, которая дала Энакину возможность воскресить Асоку Тана и устранить всю тьму изнутри ее. С точки зрения джедая, самая мощная силовая способность, которую мог использовать джедай, была отрезание от силы. Эта способность давала пользователям возможность блокировать связь своих врагов с силой, временно или постоянно. Как только связь с силой была оборвана, жертва больше не могла использовать силу в любой способности, что делало врагов беззащитным в этом отношении. Последняя примечательная способность в этом списке – это боевая медитация. Эта способность силы использовалась, чтобы повысить выносливость, силу и моральный дух союзников. А на врагов эта способность влияла прямо противоположно, вызывая упадок сил, подавленность духа и рассредоточение действий. При эффективном применении эта способность могла повернуть ход битв и даже войн. Одним из недостатков этой способности было то, что если практикующий пользователь прерывал боевую медитацию,
то все эти эффекты пропадали. Ну а на этом все, друзья. Пишите в комментариях, какие способности силы вам больше всего понравились. Ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на канал. До новых встреч!